В своей длинной истории Москва не знала таких перемен, как самое первое десятилетие советской власти. Многие градостроительные принципы, в соответствии с которыми сегодня развивается Москва, сформировались именно тогда. За 1,5 десятилетия столица кардинальным образом изменилась, на смену Златоглавой пришла иная, социалистическая Москва. Были безвозвратно утрачены многие памятники московской старины в период тотального разорения соборов и монастырей. Как известно, в процессе реализации генерального плана реконструкции Москвы были уничтожены не просто архитектурные памятники, а целые высотные доминанты, которые являлись основополагающими символами города: храм Христа Спасителя, Сухарева башня, Китайгородская стена, Страстной монастырь. Сегодня становится все очевиднее, какой урон был нанесен таким отношением к облику города. Желание восстановить виртуальный образ утраченной архитектуры сподвигло нас на реализацию этого проекта. А начинаем мы с доходного дома, который располагается на Лубянской площади. Сейчас дом известен нам как здание Федеральной службы безопасности, но ведь на месте длинного каменного фасада изначально располагались два красивых и отдельно стоящих дома, спроектированные архитектором Ивановым. На их крышах были башенки с часами и две женские символические фигуры – справедливость и утешение. Но после 20-х годов сюда переезжает аппарат ВЧК, позже именуемый как КГБ. Дома объединяют между собой, а здания между ними становятся внутренней тюрьмой. Проблему выхода заключенных решили с помощью плоских прогулочных крыш. И вот отдельно стоящие дома представляют собой длинное прямоугольное здание. А мы продолжаем с вами двигаться по Лубянскому проезду и из XVIII века постепенно перемещаемся в XVI, а именно к стенам Китай-города. Перед вами Ильинские ворота, которые возвел итальянский архитектор Петро Малый-Фрязин в 1533-35 годах. Китайгородская стена имела протяженность 2,5 километра и защищала посад, место, где проходила торговля. Но из-за необходимости метрополитена стены разобрали в 30-е годы XX века. 200 лет назад за прекрасными воротами находился еще один памятник архитектуры, к которому мы сейчас с вами и отправимся. Церковь Николы Большой Крест. Датируемая XVII веком, церковь представляла себя богато украшенное, ярко-красное здание с 5 куполами во имя Христа и 4 апостолов. Название церковь получила благодаря пределу Николая Чудотворца. Однако в 1934 году памятник архитектуры разрушили. Некоторые колонны и фрагменты Киото сохранились и находятся в музее Коломенском. До сих пор архитектура Красной площади является визитной карточкой столицы. Но какой она могла бы быть? В 30-е годы прошлого столетия был объявлен конкурс на здание Наркомтяжпрома, Народного комиссариата тяжелой промышленности. Проект Мельникова предполагал множество зданий разных форм. Однако проект не восприняли серьезно, из-за чего ввелось понятие «бумажная архитектура». Еще одним ярким проектом стал проект Леонидова – огромный небоскреб напротив мавзолея. 3 разные по высоте башни соединены переходами и видны всей Москве, а по вечерам одна из башен, полностью стеклянная, создавала бы космическое зрелище. Напоминает современную Москву-Сити чем-то, не правда ли? Еще одним ярким проектом является Дворец Советов. Он предполагался на месте храма Христа Спасителя. Он должен был
быть построен высотой в 415 метров, что выше современной башни Федерации в комплексе Москвы-Сити. Все 5 цилиндрических ярусов должны были стать пьедесталом для статуи Ленина. Внутри огромные залы на 1000 зрителей. Но из-за начала Второй мировой войны проект был заморожен, а позже прекращен из-за необходимости укрепления мостов. С 1958 года здесь располагался открытый бассейн Москва, а сейчас мы с вами вновь можем увидеть храм Христа Спасителя.